Впервые на старте велогонки буду снимать, как все это происходит. Мы тебя запустим в мир велоспорта. Опасно, рискованно. Врезался в этот, в педали. Я пролетел, наверное, метра 3-4 вниз. Это точно безопасный вид спорта? Это точно не безопасно, зато как весело. Если ты не гоняешься в Европе, ты не гоняешься вообще. Обалдеть, весь огромный пилотон прошел. Ну а каким нужно быть человеком, чтобы ездить на велосипеде? Поэтому это моя цель – остаться в велоспорте. Все, давай, удачи. Давай, Хорошо увидимся. проехать. Спасибо. Всем привет, я Сергей Новоселов, и вы на канале «Спорт и путешествия». Здесь я рассказываю про российских спортсменов, которые строят свою карьеру преимущественно за границей. И героем нового сезона, нового выпуска станет велогонщик команды «Астана» Иван Смирнов. Welcome, Ivan Smirnov, the winner of the stage. Иван Смирнов. И Иван Смирнов, победители. Dal russo Ivan Smirnov della XDS Astana Development Team che riesce Как он вообще попал в профессиональную команду? Популярен ли велоспорт сейчас в России? И сможет ли русский гонщик в ближайшее время выиграть гонку, например, уровня Тур де Франс? Все эти вопросы я Ивану Смирнову обязательно задам. Покажу, как работает профессиональная команда изнутри. А сейчас погнали в аэропорт. Ну что, отличный солнечный день в Праге. Все готово к тому, чтобы состоялась легендарная встреча с нашим новым героем Ваней Смирновым. Он уже прилетел в Прагу, вместе с командой двигает в отель. И где-то минут через 20-30 я тоже там буду. Купил себе вот такой вот проездной на один день в Праге, стоит 120 крон, вроде бы как на все виды транспорта. И вы не поверите, сейчас я поеду на встречу с героем на троллейбусе. Самое интересное, что когда он заезжает подальше в город, рога опускает, потому что зарядка закончилась, и дальше уже троллейбус едет с опущенными рогами. Прикольно. Вань, привет! Здорово. Ты уже снимаешь? Да, ты первый велогонщик, с которым я познакомился, поэтому это знаковое событие, как встреча на Эльбе. Мы тебя запустим в мир велоспорта. Но расскажи, почему мы сейчас вот встречаемся именно в Чехии? Мы здесь поедем гонку, наконец-то, уже давно уже не было гонок. У нас здесь будет многодневная гонка, 4 этапа. Все, мы можем двигаться. Заходите. Так, как живут велосипедисты? Вот так вот. Они живут. Многие, кто будут видосы смотреть, они вообще не в материале велоспорта и уж точно про тебя, скорее всего, ничего не слышали. Давай ты в 2-3 словах расскажешь про себя. Я сам из Санкт-Петербурга, и просто тренер увидел меня в парке и сказал: не хотите пойти заниматься? И все, и вот так я пришел в велоспорт. Это все началось с трека. Ты сначала проходишь лицей, это такое начало этого пути, начало этой системы Александра Анатольевича Кузнецова. Ну, это папа Светланы Кузнецовой. Расшифруй. Да, это отец Светы Кузнецовой. И он организовал мне стажировку вот в Астане. И вот я здесь. Но ты уже не стажер. Уже не стажер, но и не в первой команде. Пока только во второй. Будем надеяться, что заработаю себе на контракт. Вот, пока в континентальный. Ну что, погнали на обед. Что, серьезно, мы идем обедать в автобус? Да. Ну, если готово. Вот, смотри, все ограждено. Профессионально. Не уверен, что в автобус можно заходить. Так, у Вани сейчас обед прямо вот в этом автобусе. Там находится рабоче-крестьянская полевая кухня. В автобус нельзя. Это секретное убежище наше. Сейчас обед у вас, да, и потом тренировка. Да, через полчаса, я думаю, где-то. Часто ли российских велосипедистов приглашают в такие топовые команды, как, вот, например, Астана? Нет, вообще не часто. Вообще, на самом деле, мне многие говорили, что к русским ребятам относятся сильно предвзято. Всегда решали связи, а так как все команды в основном европейские, связи у тебя, естественно, нету. Даже я здесь благодаря связям. То есть сам бы я бы здесь не оказался. Александр Анатольевич Кузнецов, благодаря ему я здесь. 100% благодаря ему, только благодаря ему. Да, завершение прошлого сезона получилось классное, даже для меня самого это было немного неожиданно. Я вообще доволен. И победой в Японии, и победой в Китае, и
другими гонками в Румынии победой и остальными гонками с первой командой, когда я выступал просто как помощник. Я был этим доволен 100%, и я думаю, свою возможность я реализовал. Вот она. Твой? Да. Это наш новый X-Lab, наш новый титульный спонсор от компании XDS. Китайский велик. Давай вот мне примерную стоимость этой машины. Тысяч, наверное, 13 евро. Спереди, сзади, под капотом. Что здесь под капотом? Электронное оборудование, все на электрике. Раньше на тросиках было, сейчас на электрике все. Быстрее. Насчет надежности у всех разное мнение, что кто-то считает, что механика надежнее, кто-то считает, что электрика надежнее, но это у всех по-своему. Тесла от велоспорта. Но переключение, да, электронное. Все на проводочках, все на электронике. Заряжается. А, заряжается. Да. То есть все велики, они сейчас у вас в команде, это электрокары. Ну, типа, да. Я так понимаю, что вот велосипед, который у тебя, его вот в обычном магазине так пойти не купить, да? Насколько я знаю, по-моему, есть правило, что используемая техника должна быть в доступе для покупки. Вот такая история была с немцами. Они сделали велосипед, и они не хотят, чтобы на нем кто-то катался, кроме их сборной. Но правило есть правило, то есть велосипед должен быть в доступе. Они что делают? Они выставляют его на продажу, но завышают цену, там, 27 тысяч евро, условно говоря. Кто его купит? У тебя такой один велик или есть запасной на всякий случай? Один основной, один боевой, один запасной, тренировочный еще. Без флага, видишь? Флаг нельзя. Никакой символики, вообще ничего, что могло бы тебя как-то связать с местом твоего рождения. Это напрягает или это вообще по барабану уже? Слушай, кого-то напрягает, но мне, если честно, это не сильно волнует, потому что ты в первую очередь просто делом занимаешься, и все. Это есть какие-то, условно говоря, патриоты, которые сильно за это переживают. Но меня это как-то не колышет. Трудно ли его получить, этот статус нейтральный? И как ты вообще проходил эту процедуру? Ты отправляешь письмо в Международный союз велосипедистов, что ты претендуешь на нейтральный статус. Мне сразу одобрили. Через неделю мне пришло сообщение, что у вас действие приостановлено, потому что у вас на аватарке, вот здесь с краю, у меня на рукаве было написано «Россия». И в описании у меня было написано «Российский велосипедист». Мне сказали: меняйте. Я поменял, все там отменил. Все, они сказали: окей, больше меня не трогали. У нас массажист подавался на нейтральный статус. И перед тем, как податься, он почистил ленту. Ему пришло письмо, типа: а почему вы удалили перед тем, как податься? Он сказал, что, ну, мол, я же готовлюсь стать нейтральным спортсменом, не представлять ничего, вот я и решил, так сказать. Ну, это... Нейтральным массажистом? Ну да, нейтральным массажистом, точно. Без этого статуса ты бы в этой гонке не смог принимать участие? Смог. В этой смог. Когда ты едешь в форме команды, ты можешь и без нейтрального статуса это делать. То есть на шоссе вот в командных он не имеет никакой роли вообще. Что он есть, что его нет. Знаешь, есть выражение «не бывает плохой рекламы». И вот эта хрень с этими флагами, она как будто бы наоборот только спровоцировала людей больше знать, кто ты. Ты листаешь протокол и видишь человека без флага. Ну, тебе всяко интересно, что кто это и почему. Кто это и почему у него нет флага, да. А так увидишь, ну, флаг и флаг, ну и чё. А беленький — цвет чистоты. Что у тебя за амуниция и что нужно вообще для гонки или для тренировки? Ну, тебе нужны туфли 100%. Там специальные педали, которые, ну, ты за них цепляешься, они не отстегиваются. А если падаешь? Не, ну если падаешь, отстегивается. Но не всегда. Сколько стоит такая пара, ну, назовем их бутс, шиповок? От 200 евро плюс-минус. Какие-то навороченные могут 500 там с чем-то стоить. Велотрусы со специальным прокладом, чтобы помягче было сидеть. Легенькая майка. Что за татуха? Расскажи. Просто японская стилистика. Сёгун. Тут вот какая-то женщина с мечом. А все велогонщики так забиты, как ты? Да, ну не скажи. Кто-то связывает татуировки с небольшим сдвигом. Ну а каким нужно быть человеком, чтобы ездить на велосипеде, там, херачить со спусков? Опасно, рискованно. Ну вот оно на то и уходит. Без чего в гонке вообще никак, вот из кипы? Очки? Очки, да, реально. Без очков вообще хрень полная. Потом без каски, естественно, никуда. Почему ты называешь ее каской? Ну, каска, шлем, да не знаю, по-разному. Шахтеров? Да, меня не принципиально. Защита для головы. Касочка. Зачем нужен компьютер? Смотришь скорость, мощность, время, пульс, мощность. Ну, ты можешь выставить что угодно. Но это как контроль. Сейчас велоспорт больше завязан на, как сказать, знаешь, как наука. Это раньше, типа, сел, поехал,
ставь больше, крути чаще. А сейчас это все до контроля пульса, контроля мощности. Пауэрметр коннектится с компьютером. Сколько тебе нужно потратить, чтобы вот полностью экипироваться? Да до хрена. 12 тысяч велосипед, 200 на туфли, 200 на очки. Это 12 400. 200 на каску, на шлем. 12 600. И на форму, я думаю, еще евро 200. Ну вот, считай. Ну, 13 тысяч. 13 тысяч. Можешь кататься. Не похоже на очень доступный вид спорта. Да нет, ну слушай, ну конечно, на самом деле, при большом желании там можно и дешевле все найти. Есть ли в велоспорте рейтинг? И если да, то какой у тебя сейчас? Да, есть. Есть UCI рейтинг мировой по очкам, которые ты заработал. За каждую гонку, в зависимости от уровня гонки, даются очки. Я 533. Это хорошо, плохо, средне, что это? Я хрен знаю. Это просто цифра Ну, что 533. это дает вообще рейтинг? Слушай, ну мне прикольно думать, что я 533 велосипедист в мире. Нет, ну естественно, когда ты смотришь на такую цифру, хочется, чтобы было повыше. Что тебе нужно сделать, чтобы в составе XDS Астаны приехать на гонку уровня Тур де Франс? Ни хреново так добавить. Для этого нужно быть в первом составе 100%. Нужно попасть в первую команду и нужно быть в сильнейшей восьмерке в этой команде всей. Тогда ты поедешь на Тур де Франс. А ты сейчас в континентальной команде, это вторая такая? Да, это вторая команда. Она считается девелопментом, то есть развивающей. Пока я вижу лого, как правильно сейчас называется ваша команда? XDS Астана Team. То есть она не Астана, она... XDS Астана. Титульный спонсор. На велоспорте все команды спонсорами называются. Ну, велики в том числе от них, да? Да, велики, их слабые, это вот от XDS, каски тоже от них. Велики классные. По техническим характеристикам одни из лучших в пелотоне. Даже не реклама, говорю от чистого сердца. Хочешь слышать самый приятный звук в жизни? Любимый звук всех велосипедистов. И можно ехать. Час тренировки, да? Да, увидимся позже. Так, пока Ваня с остальными велосипедистами поехали на тренировку, небольшая разминка перед гонкой и вечерней презентацией. Меня ждет программа по домам, вернее, программа по машинам. Меня зовут Жукенов Аспан, я являюсь механиком команды XDS Астана. Расскажи, чем ты занимаешься вот за день до гонки? Изначально начинается мойка, потом проверяем велосипеды, все детали, подтянуть, проверить. Если какие-то есть дефекты, сразу устранить их. Как стать механиком в профессиональной команде? Я сам был гонщиком, спортсменом, гонялся в команде Вина, которая находится в Петропавловске. Там же остался работать механиком, пригласили в команду XDS Астана, и теперь я здесь. Лучшая работа в мире. Часто приходится менять во время гонки велосипед? Довольно-таки, да, часто. У каждой команды есть своя машина, своя техничка. Если вызывают, мы едем вперед, наш гонщик останавливается, если какая-то поломка серьезная, меняем велосипед. Если прокол колеса, меняем колесо. Инструменты мои, они все в гонке со мной всегда. Какой инструмент ты используешь чаще всего? Шестигранник, вот эта часть. Зачем он нужен? Он для снятия колес. Больше всего только меняем колеса. Завтра, получается, у нас гонщики поют на высоких колесах, вторые боевые велосипеды будут на 45-х колесах. Если у нас, допустим, горный этап, мы ставим колеса низкие, они более полегче. Сколько времени ты тратишь вот на один такой велосипед, чтобы собрать его и разобрать? Минут 30-40. У нас 7 гонщиков стартует. У каждого гонщика по 2 велосипеда. Это. То есть 14 велосипедов за день тебе нужно подготовить для гонки? Да, проверить, подготовить. Ну, плюс еще запасные колеса. Сколько нужно времени, чтобы зарядить они велосипед? Ну, если он полностью разряжен, это около часа. А если так, ну мы стараемся каждый день, либо через день заряжать велосипед во время гонки. Ну, то есть Чтоб быстрее, не было- чем телефон? Да, чтобы не было такого, что там гонщик стартанул, у него велосипед сел. А бывало такое? Всякое бывает в жизни. Завтра гонка начинается в 11:30, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Во сколько ты должен быть на старте и все подготовить? Здесь я буду в 7:30 уже выйду, начну потихоньку готовить велосипеды заново опять. Я сегодня буду все проверять, но утром я выйду, опять все проверю, зарядки, чтобы колеса были накачаны у всех. Ну, конечно, я буду качать, но я сегодня вечером накачаю колеса, и утром выйду и проверю. Если колеса накачаны, значит нет дырки. Ну, может, он заново спустит, то придется менять. Ну, то есть это как утюг, да, в доме? Ты вроде выключил, но возвращаешься, все проверяешь. 100% нужно проверить, потому что от механиков зависит большая часть результата. Гонщик может готовиться долгое время к старту, но где-то я что-то не слежу, и все пойдет на смарку. Итак, мы в самом центре города, в Пражском граде, ровно для того, чтобы посетить супер церемонию открытия и представления всех команд, которые будут участвовать
велогонки по Чехии. 4 дня, супер-мега этапы. И сейчас вот на сцену будут выходить в том числе ребята из команды XDS Астана. Посмотрим, насколько хорошо их здесь знают. И вообще, есть ли болельщики у команды здесь в Чехии. Вот она, известная жизнь. Как ты думаешь, они понимают, кто ты? Не думаю. Просто рандом. Да, я думаю, просто рандом. Когда понимают, обычно это сразу видно. Либо по имени тебя зовут, либо фотку твою дают. Ваня, давай пока ты здесь со всеми парнями, ты просто представишь мне вот всех, кто с тобой, кто в команде. Это Данил, Руслан, это Глеб. Он чистокровный спринтер. Ну, Глеб, ты выглядишь мощнее всех, честно говоря. Ну, я только выгляжу. Это Лев, это Олесё. Олесё, чао. И Сантьяго. Кто главная звезда в команде сейчас? Вот в той команде, которая приехала сюда. Я думаю Глеб, потому что он откатал 2 года в про. Глеб, а фамилия как у Глеба? Сырица. Ребята, каждый занимается своим делом, знаешь. Я бы не стал разделять в плане, кто сильнее, кто слабее, потому что есть работа, которую за тебя никто не сделает. Твоя работа какая будет на этапе? В данный момент не могу сказать, но это что-то по финише, либо помощь на финише, то есть такое. У нас презентация команд перед завтрашним стартом многодневки. Объявляют гонщиков, выходим на сцену, всех называют поименно, всех отмечают. Такое маленькое знакомство публики с теми, кто завтра будет бороться за победы. Alessio Delle Vedue, 85-85, Ivan Smirnov. So ladies and gentlemen, XDS Astana Development Team. Но гонка такого уровня в России сейчас не может пройти, потому что санкции. Да, это гонка под эгидой UCI, а у нас, к сожалению, запрещено это. UCI, Международный союз велосипедистов. Сейчас, к сожалению, это вообще невозможно. Ты чувствуешь, что есть какой-то вообще, что люди знают, что есть такой спортсмен Иван Смирнов, что вот он занимается велоспортом на профессиональном уровне, да, там может претендовать попасть на Олимпиаду, что тебя вообще знают. В Европе больше, чем в России. То есть в России тебя не знают? Ну, кто-то да знает. Ну, в основном, типа, велосипедисты знают. Все. Но на этом все заканчивается. Я не российский велосипедист, я нейтральный. Нейтрально. У меня нейтральный статус. Но ты русский, в любом случае. Русский, да. Да. Но я не представляю никакую страну. В разных видах спорта к русским спортсменам относятся по-разному. Как с этим обстоит дело в велоспорте? Никаких проблем не было. Вообще. Слава богу, что да, что гонщики очень как-то адекватно подходят ко всему, лояльно. Никогда, ни разу я не видел и ни разу не сталкивался с какой-то неприязнью. Одна ситуация была, когда ребята отказались руку жать на публику. Ребята с Украины. Им запрещали гонки стартовать с русскими. То есть приезжали на гонку, узнавали, что там стартуют русские, снимались и уезжали. А так, отличные отношения внутри пелотона, никаких вопросов. Ни разу не слышал, что-то ты русский, там, иди нафиг отсюда. Все ребята классные. Кто сейчас, на твой взгляд, сильнейший российский велосипедист в мире? Если так объективно, это Александр Власов по чесноку. Он сильнейший российский велосипедист. Ну что, мы в том самом месте, где будет стартовать первый этап гонки, команды стягиваются все сюда. Огромная парковка, 1000 велосипедов. Машины вот буквально одна за одной подъезжают. Вот прошло буквально 15 минут и все, вся парковка уже абсолютно full. Команда XDS Астана уже здесь. Да, мы приехали на первый этап. Жарковато сегодня. Самый жаркий день, кстати, говорят, сегодня будет. Посмотрим, насколько он будет угрожающим. Мы приехали сюда за 2 часа до начала гонки. Что ты делаешь перед этим? Тебе нужно наколоть номера. Вот они. На булавочках, все аккуратней. Загрузить заезд в компьютер, все сделать, все подготовиться, пройти презентацию. XDS Astana Development Team. Там небольшой митинг, задачи, не задачи на гонку. Этап такой вверх-вниз на 20 километров. Вот видишь, по рации разговариваем. Взять питание, что очень важно, потому что без питания, конечно, далеко не уедешь. Жидкий гель, 40 грамм углеводов, либо батончик. Это все по карману, да, ты распихиваешь? Да, ну можешь еще взять с машины, с пункта питания.
Вот ты сегодня будешь контролировать пункт питания. Все, давай, удачи. Давай. Хорошо проехать. Спасибо. До старта гонки 20 минут, но я его не увижу, потому что еду в машине сопровождения с спортивным директором команды XDS Астана Александром. Он меня взял на борт, и я именно из его машины увижу всю гонку. Так, это Александр, знакомьтесь. С ним я проведу ближайшие сколько часов? 4 минимум. Минимум 4 часа на первом этапе. Мы, к сожалению, не увидим старт гонки, но зато увидим кое-что поинтереснее, как спортсмены питаются. Мы этот пункт питания сами подготовим. Мне казалось, старт самая интересная часть гонки, а мы его пропускаем. А что будет интересно? Вот финиш интересно или основные моменты? Что на старте? Стоят все ребята на велосипеде. Все говорят, старт, и они поехали. Прагматичный. Наша машина, она за что отвечает? Наша машина номер 2 в гонке, которая помогает. Если вдруг кто-то отстанет, то мы на второй машине можем помочь. Если кто-то уедет в отрыв, мы поедем в отрыв, значит. То есть у нас, наоборот, может быть самый интересный момент. То есть едет пилотон, потом комиссар, скорая, нейтральная машина, которая всегда первая готова помочь, если вдруг своей машины нет. И потом уже машины, как у нас называют, технички. У нас есть рация машины. Рация гонки, да. Что обычно по этим каналам сообщают? Какая ситуация в гонке? Кто уехал в отрыв, кто прокололся, кто просит помощи, поворот резкий, то есть, или, допустим, будь осторожен, скорая, то есть, допустим, спасает жизнь кому-то, то есть, надо пропустить. Вот это рация между нашей командой. Окей, позовешь хорошее место, выбери, мы подъедем сразу, мы готовы. А вот здесь я вижу вот специальная карта, да, это у нас... Такое приложение очень удобное для велогонщиков. Загружаем GPX файл, то есть весь маршрут, и все, и поехали. Вы в машине, это ваш офис? Это мой офис, потому что я живу в машине, можно сказать. Мы на все гонки передвигаемся с утра до вечера. На старт едем мы на машине, мы проводим гонку и потом обратно возвращаемся. Поэтому тут это все, оно необходимо. Ну, в общем, зафиксируем. 11:51, гонка стартовала минут назад. Значит, 173 километра у нас первый этап до Карловых Вар. Да. Финиш Карловых Вар. Все правильно. У меня нога болит вот немного, если я успею полечить ее, там, говорят, какие-то источники. Мне вот Ваня дал вот такой вот тюбик с едой. Я так понимаю, что мы будем где-то в середине гонки готовить, да, пункт питания для них. Правильно. Это как мы выставляем столы и кладем туда питание? Хотя, может быть, и неплохая идея была. Столы, стулья, зонтики. Да, но, к сожалению, такого не будет. Определенно есть точки, сейчас новые правила с этого года ввели, с прошлого года ввели. И все новые правила, что раньше можно было в любой точке стоять на обочине, не больше 1 метра от обочины, и мы могли дать им фляжку или вот такой гель или батончик. Сейчас по регламенту только в определенных местах эти точки. Всего сегодня максимум 4 точки. Мы поедем на вторую. Так, мы подъезжаем к нашему пункту питания. Надо еще паркнуться так, чтобы нас видели. Машина не совсем ровно стоит, но переживем. Зато смотри, идеальное место. Группа едет, видит нашу машину, значит мы где-то рядом. Так, ну где-то 1,5 часа у нас прошло с начала гонки. Мы приехали вот на окраину деревеньки Пшовки. И здесь будет наш второй пункт питания, за который отвечаем мы. Вот прямо здесь специальные знаки, где можно передавать велосипедистам дополнительную пищу. До этого есть грин-зона, где велосипедисты скидывают все, что им не нужно, разный мусор, бутылки, а потом идет фит-зона, где как раз можно подкрепиться. И вот в этой фит-зоне мы будем ждать основной пелотон. Так, что у нас на фит-зоне? Рассказывай. На фит-зоны это для нас. Фит-зон для нас, в первую очередь. Сначала нас, мы должны себя покормить. Думаю, это бутерброд с чем-то. Это кому мы должны сказать спасибо за такой подгон? Это нашим массажистам. Да, тут с хамончиком. У меня было с рыбкой. Ну что, кому что выпал, я не знал. Лучший фит-зон в моей жизни. Но велосипедисты, я так понимаю, что едят что-то попроще, да? Вот все, что космическое еда. Только там. Такое они едят. То есть бутер затащить по ходу гонки не вариант. Нереально. Пойдем искать хорошее место. Саша профессионал. Сколько раз ты за карьеру передавал питание? Ну, я думаю, не так много. Не очень много. Ну, вообще, это делают массажисты. Всегда, это работа массажистов. Ну, как говорится, друг за друга. Есть какие-то особые навыки, что нужно делать, когда ты передаешь питание? Не стрессовать. Нужно делать все очень быстро, но без стресса. Иначе, потому что одним движением можно, легким движением сумочка это может дать по рулю гонщика, и он может упасть. Неприятно. Это будет очень неприятно. Слушай, ну вот их 7 человек сейчас есть, да, в нашей команде? Ты один. Как ты будешь передавать 7 велогонщикам все, что нужно? Ну, я постараюсь. Я думаю, что здесь, в принципе, должно быть нормально.
Вот все эти люди, каждая от своей команды ждет на пункте питания, на Fit Food, чтобы передать воду и все, что нужно остальное велогонщикам. Вот так это будет выглядеть, что если мы даже дадим половину, это уже будет хорошо. Так, первыми у нас сейчас едет отрыв, там говорят, что 7 человек оторвались, вот они первыми в этой группе. Так, это отрыв прошел, да, теперь наши. Ё-моё, затопились. Обалдеть, весь огромный пелотон прошел, и каждому передавали питание, воду, еду. Просто чума выглядело, конечно, это очень бомбезно. Теперь бежим обратно к машине, чтобы успеть вклиниться вот в эту группу. Ух. Не скажу, что идеально, но пойдет. Какой план дальше у нас? Все, мы едем здесь, на этой позиции. Мы в итоге финишируем после пелотона или до него? После. Руслан и Данил молодцы сегодня. Спасибо. Ваня не догонит, так что смотрите сами. Что было? Да, один ебаный, не держись. Врезался в педали и дернула цепь, она с узлом завязалась. Он меня потолкал, но там уже без вариантов. Она прям Как там Глеб? Нормально, Глеб щащий рядом. Да, у Вани, конечно, этап сложный. Прокол колеса, смена велосипеда. Ногу проверил сегодня. Вроде нормально. Ну хорошо, хорошо. Прimo, секунду. Гонка закончена. Победила команда Quick Step, насколько я понял. Ждем Ваню, спросим, что случилось, потому что у нее был и прокол, и смена велосипеда. Вот так бывает, Сереж. Видишь? Я нормально, бля, видно. Что случилось? Я видел, там был и прокол, и смена велосипеда. Прокол-то ладно. Прокол-то он был километров за 30, это не страшно. Типа, окей, сел, догнал, вообще без проблем. А в конце, вот за 8 километров, просто какой-то парень врезался колесом мне в педали. Дернуло, получается, вот так вот назад. Цепь соскочила и запуталась, и все. Ну а там ты видел скорость. Там, типа, ты на 30 секунд остановишься, все. Чего уже нехера делать, там уже не догонишь. Главное, что не расхерачиться. Да, это самое главное, потому что я видел, там парни не падали. Да, вот это самое главное, потому что было бы обидно, конечно, после большого перерыва готовиться на высоте 3 недели, спуститься и размотаться в первый день. Но такое, кстати, тоже бывает. Это точно безопасный вид спорта? Это нет. Это даже не то, что точно, это точно не безопасно, зато как весело. Ну и что, у нас сегодня третий Глеб. Глеб третий? Да. Это хорошее начало. Глеб Сырица, вот, он пришел третьим, но почему-то не было церемонии награждения, на которой хотел успеть. Сейчас, если успею, пока автобус не уехал с ребятами, поймаю его там. Так, Глеб, слушай, я тебя искал на церемонии награждения, оказалось, что ее нет. Почему тебя обделили награждением за третье место? Им же алка стала и все. То есть никакой медаль, никакие цветы, ничего? К сожалению, нет. Первый этап, у тебя третье место, ты доволен? Ну, и да, и нет. Вроде бы нужно быть очень доволен командными действиями. Практически все получилось, как запланировано, но в последний поворот что-то как-то переборщили со скоростью и чуть не полегли. Но самое главное, что все целы. Еще хоть кое-как там на подиум заехали. Так что, ну, само собой было бы намного приятнее бы победить. Но подиум, в принципе, не так уж и плохо. Ну, были шансы победить или там? Да. Скажи, похож? Ну-ка. Расскажи, подарили тебе это? Да, это какой-то фанат, маленький фанат, ребенок. Ну, ты в шоке, что тебя нарисовали? Слушай, да, такое в первый раз. Это, кстати, вот мы с тобой говорили, что прикольнее, просто типа автограф или с фоткой. Вот это пока лидирует, я думаю.
Ты рассказывал сегодня, что у тебя случился такой дэмидж на гонке. Отвратительный моральный урон просто я получил. Да, но это было на гонке, окей. Но у тебя были просто ситуации в карьере, я посмотрел, которые, ну, еще более жесткие. У тебя в 2021 году была травма. Да, перелом бедра. Расскажи про нее, что случилось и как ты вообще умудрился влететь в отбойник. Это было в Италии. Мы ехали гонку из Флоренции в Виареджо. Дорога такая хреновая, закрытый поворот, я начал поворачивать. Вот, и просто соскользнули колеса. С велосипеда слетел, улетел в отбойник. Я пролетел, наверное, метра 3-4 вниз. Минут 30-40 вот так лежал под палящим солнцем со сломанным бедром, вывихнутым плечом. Я лежал вот так вот, под это меня положили на вот эту доску, которая пластиковая. Мне операцию сделали на следующее утро. Штифт внутрь кости титановый, он до сих пор стоит, кстати. Можно даже, видишь, посмотреть дырочки вот от разрезов. Прикольно, просверлили насквозь, прикинь, здесь кость над коленом. Вставили туда металлическую палку вот так вот и вывесили на груз, чтобы, понял, вытягивалась кость. Come on, Ivan. So good. Okay. Вот я 10 дней там провел, улетел в Питер, у меня ноги не сгибались, когда у тебя травмы, и конечность находится в неподвижном состоянии, и все, она у тебя перестанет сгибаться. Все, как ты ее можешь восстанавливать, это через боль. Просто сгибать. Как локоть в другую сторону выворачивать, короче. Отвратительно, я плакал, я в натуре плакал, это очень больно. Обе ноги так восстанавливали. У тебя вот эти штифты на ногах, ты чувствуешь себя терминатором? У меня был штифт и 3 винта. 2 внизу, 1 вверху, фиксирующие винты. С колена убрали, сверху остался. То есть мне сказали, что, окей, если тебе ничего не мешает, лучше не трогать, потому что лишнее вмешательство, это опять ты вылетишь надолго. Но это до конца жизни. Да, все. Но не мешает. Ну, типа, никаких этих. Так ты по факту что, крепче только? Наоборот. Не, ну, серьезно, шутки шутками, но реально крепче. Слушай, да я понимаю, всякое бывает. Ну, в том плане, что это спорт. Знаешь, как Матье Ван дер Пул говорил недавно, что если ты боишься ездить, не езди. Ну, не стоит, потому что, ну, типа, ты потом будешь корить себя за тот риск, который ты допустил. А если ты думаешь об этом, то ты не готов его допустить. Поэтому вот я понимаю все, что может произойти, я буквально понимаю. И знаешь, когда ты видишь количество погибших в спорте, конечно, такое. Ты немножко можешь подумать об этом, сесть, задуматься. Но, как правило, это ни к чему не приводит, потому что если ты дошел до такого места, ну, хрен тебя остановит какая-то такая мысль, но этого хватает. Надо отдать должное, что спорт опасный, и мы должны как-то со своей стороны адекватно относиться к этому всему, чтобы снижать риск. Это не раз в год происходят такие ситуации. Вот в велоспорте завалы и падения, это, я так понимаю, обычная история. Насколько часто ты в них бывал и случались они у тебя? Вот знаешь, как не хочется говорить, что это обычное дело, потому что ты как будто обесцениваешь проблему. То есть они частые, но я не хочу говорить, что это обычное дело, потому что ты как будто такой, да, пожалуйста, продолжайте. Нет, не надо. То есть это как в большинстве случаев это случается по неосторожности, по вине гонщика. То есть это, как правило, какая-то горячая голова, которая считает, что она пролезет вот в эту щель, как правило, не пролезает. Поэтому не хочется говорить, что это обычное дело, но, к сожалению, это происходит очень часто. Пока Ваня Смирнов и парни из команды XDS Астана гоняются на одном из горных этапов, я решил задержаться на один день в Праге, потому что мой канал не только про спорт, но и про путешествия. Прагу я очень люблю. Не был здесь лет, наверное, 5, уезжал из города за 2-3 дня до начала ковида, и тогда думал, что, ну, наверное, месяц через 2 снова вернусь. Как бы не так, 2 месяца растянулись на 5 лет, но вот я снова в этом прекрасном городе, и хочу вам его показать через несколько чекпоинтов, в которые всегда приятно возвращаться, и которые, надеюсь, зайдут и вам. Я в районе Прага-1, и это стена Анешского монастыря, который был построен еще в 13 веке. И вот в одном из его зданий сейчас находится одноименная кофейня, она так и называется, Анешка. Нашел я ее через приложение Coffee Trip, которое советует классные места в разных городах мира. Что интересно, в этом месте можно и выпить кофе, и поработать практически до нулей. А в Праге это довольно необычно, потому что здесь кофейни в основном закрываются в 5, 6, 7 вечера. Погнали посмотрим, что внутри, там еще и большой двор, и выпьем кофе.
в монастыре 13 века. Когда еще будет такая возможность? Тот самый кофе в божественном месте. Я заказал Flat White, 95 крон, это примерно 360 рублей. Плюс почти везде в Праге спрашивают, сколько вы хотите оставить на чай. Не спрашивают, в принципе, хотите или не хотите, спрашивают, сколько. Вот, поэтому еще 10 крон сверху на чай, получается 100 крон, ну где-то 400 рублей выпить чашечку кофе в монастыре 13 века. В самом центре города абсолютно уединенное место, где нет никакой суеты, никаких туристов. Можно спокойно отдохнуть. Если вы с детьми, есть даже игровая площадка. Вот, посидеть в тенечке на стульчиках, которые здесь поставили прямо на траве. Ну, что может быть лучше? В общем, если вы приехали в Прагу в какой-то момент дня или ночи, в любом случае окажетесь на Староместской площади. Понятно, что место туристическое, немножко кринжовое, но здесь находится Староместская ратуша, на которую, ну, конечно, стоит подняться, если вы приехали в Прагу. Билет стоит 350 крон, это если пешком, я поднимаюсь по вот такой лестнице винтовой. Можно заплатить на 100 крон больше и подняться на лифте, но мы же спортсмены, мы ходим пешком. А вот она, финальная точка маршрута, ради которой мы так долго поднимались. Не знаю, какая погода в Праге обычно летом, но сейчас, когда я в городе, всегда плюс 30, и в центре расставили вот такие специальные фонтанчики освежающие. Без них было бы совсем тяжело, а так можно в любой момент освежиться. Даже вот человек с тура Чехии подъехал и воспользовался такой опцией. Место, куда я всегда захожу, когда приезжаю в Прагу, это магазин винила Phono. Он находится недалеко от головы Кафки, как бы странно это ни звучало. И в этом магазине можно найти абсолютно любой винил, будь то современная музыка или, например, что-то Made in USSR. Здесь прямо на улице стоят пластинки, уже те, которые на сейле, за 20 крон можно найти что-то интересное. Смотрите, это у нас «Серенады Солнечной долины». Выпустила компания «Мелодия» в 1976 году. В Советском Союзе, конечно, не в материале выпускались пластинки иностранных групп, вот Modern Talking, Тоту Кутунью, конечно, куда без него. 3 рубля 50 копеек Тоту Кутунью был очень дорогой. Ну и главный хит, который я нашел в этот раз, раскопал, это Алла Борисовна Пугачева, живой концерт в Стокгольме. Вы когда не слышали, чтобы Алла Борисовна Пугачева пела на английском, еще и весь альбом, я просто в шоке. Я не знаю, что это был концерт в Стокгольме или специальная запись для шведской публики, но просто восхитительно звучит. В общем, финально я увожу вот этот альбом с собой из Праги Аллы Борисовны Пугачевой на английском языке. Еще раз, я до сих пор в шоке, на английском языке. Стоит такая красота 100 крон, но будьте готовы, что в магазине принимают только кэш, поэтому заранее об этом нужно озаботиться. На часах, которых у меня нет, 6:30 утра, я направляюсь в славный чешский город Оломуц. Именно там между этапами гонки базируется команда XDS Астана. И в этот раз на 3-м этапе я хочу посмотреть, как проходит гонка не из машины, а посмотреть ее в качестве болельщика. Увидим старт, увидим финиш. От Праги до Оломуца примерно 2,5 часа на поезде, потом еще полчаса до места старта. Так что где-то в 10:30 я уже буду на месте. Vamos!
Кто-то очень сильно психанул и собрал главный вокзал Праги из лего. Написано, что использовано было 342 тысячи деталей. Если хотите сделать кому-то подарок, уверен, в рознице можно что-то подобное купить, но человека вы, скорее всего, больше после этого не увидите. Года на 2 он точно будет занят. Из Праги поезд в город Оломуц довез меня, пусть и с небольшим опозданием, а дальше до отеля команды на общественном транспорте. Если выбирать какой-то один вариант, то в Чехии это точно трамвай, 100%. Про Прагу я вообще не говорю, там трамваи ходят и днем, и ночью, даже ночные маршруты есть, это вообще удивительно. А здесь, в городе Оломуц, живет 100 тысяч человек, и, вы представляете, тоже есть трамвай. Причем ходит он здесь с 1899 года, то есть больше уже 100 лет. И вот на одном из таких красавцев мы сейчас и доберемся до отеля. Доброе утро. Бонжорно. Так, ну расскажи мне, я горный этап пропустил, изучал Прагу. Сегодня у нас, я так понимаю, спринтерский этап. Там этап короткий, всего 150 километров. И набора фигня, 1200 метров всего. Для сравнения, вчера было 2400, в 2 раза больше. Ну, развязка 100% спринтерская. Я думаю, даже если кто-то выпадет в гору, они все соберутся потом. Делаешь ставку на этот этап? Но я на каждый этап ставку делаю. Не, хочется поучаствовать, знаешь, в победе команды, неважно с какой стороны. Вот на этом вот красавце Ваня поедет 3-й этап. Надеюсь, в этот раз ничего не случится, и он сможет круто показать себя на финише в спринте. Как зарабатывают профессиональные велогонщики? У тебя зависит оплата, может быть, контракты от количества стартов в году? Как это работает? Профессиональный гонщик зарабатывает 2 способами. Это призовые и контракт. Какие примерно призовые на гонках? Расскажи, какой-то вот диапазон. Вообще тебе не скажу даже среднее число. Оно очень большое. Это может быть как 500 евро, также может быть и 30 тысяч евро. Но ты вот в этом году выиграл однодневку в Италии. Да. Сколько получилось победа? Пока что я ничего не получил. Но вообще, по-моему, за победу конкретно там, по-моему, что-то около 1000 евро плюс-минус. 1000-1500, может, 2. Но, как правило, это все поровну. То есть уходит 15% на персонал, на весь, от всей суммы. То есть неважно, кто сколько заработал. Ну, допустим, мы вот заработали там, один 7000 заработал, другой заработал 1000, третий заработал 500. Вот у вас 8500. Из этих 8500 15% уходит на весь персонал. Остальные, сколько получилось, 85 делятся на всех спортсменов поровну. А что с носом? Это специальный пластырь для расширения ноздрей, чтобы лучше дышать. Мне сегодня придется держать отрыв, чтобы мы смогли его в конце догнать, и он мог спокойно финишнуть, чтобы не было. То есть, если отрыв убегает, то твоя задача не дать им далеко уйти? Да, естественно, чтобы мы в конце просто закрыли и все. Причем во всех гонках так. Отпускаешь отрыв. Главное не отпускать именно основные команды. Впервые на старте велогонки буду снимать, как все это происходит. Все, удачи на гонке. Спасибо. Давай. Жду на финише. Point classification, Luke Lampert, number 15, Sudan Quickstep. Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! На самом деле велогонки довольно увлекательное мероприятие, если учитывать тот факт, что ты, в общем-то, из всей гонки видишь только первые 6 секунд, если ты на старте, и последние 6 секунд, если успеваешь доехать до финиша. В основном все остальное проходит мимо тебя, поэтому мы сейчас быстро добираемся до финиша, там будем ждать пелотон, и везет нас на финиш массажист Дима. Я Бабенко Дмитрий, бывший спортсмен,
конькобежный спорт, участник 3 Олимпийских игр. Сейчас работаю в профессиональной велокоманде XDS Астана. Объясни, как можно из конькобежного спорта перейти в велоспорт? Ну, это, наверное, надо любить сильно велоспорт. Много друзей в командах, всю жизнь подготовка у меня шла через велосипед. Сейчас едем на финиш, чтобы встретить ребят, приедем, подготовим им питание, пасту сварим тепленькую, уже приедут, будет все готово, они примут душ. В России велоспорт сейчас не очень популярен. В Казахстане он популярен? Я думаю, что плюс-минус одинаково. Мне так кажется. То есть такого бума, как в Европе, в Казахстане нет? Не. Я думаю, никогда не будет. Так же, как и в России, не будет такого бума, как здесь. Здесь люди, некоторые живут велоспортом, ездят на работу, а у нас кто на работу ездит на велосипеде? Ну и в России, наверное, тоже никто не ездит. Здесь, да, для многих это образ жизни вообще, велосипед. Вот так вот довольно быстро, в хорошей компании, мы доехали до города Острава. Здесь пройдет финиш 3-го этапа тура Чехии. Приехали мы часа на 2 раньше основного пелотона, и есть время немножко посмотреть сам город, где я, кстати, в первый раз. Вот здесь вот за 300 метров до финиша будут разворачиваться главные события гонки, потому что вот этот красивый мост, его пелотон пересекает, или группа отрыва, и дальше вот финишная прямая, она уже огорошена до самого конца, до центральной площади. Когда вот такой гул, уже понятно, что пелотон подъезжает, и там практически без отрыва все едут одной большой группой. И вот в этом маленьком коридоре будет человек 40 бороться за победу в спринте. Вау, сумасшедшая скорость! Чуть, мне кажется, руку не оторвали вместе с камерой. Но, к сожалению, никого из наших в тройке точно нету. Но очень, выглядел очень красиво. Я недоволен. Как закончили? Да, херово. Не знаю, где там десятки, Глеб. Что-то не хватило. Наверное, просто тренироваться надо больше. Ну, 20-очку точно дали? Да? Ну, а что толку? Есть какой-то итог этих гонок? В сравнении с тем, с той половиной года, которая прошла, сейчас я набираю, и меня это радует. Ну, видишь, есть куда стремиться. Конечно, это всегда на землю опускают тебя. Всегда нужно, чтобы кто-то тебя на землю опускал, иначе все плохо закончится. Но я могу только повторить то, что говорил в начале или в середине, что велоспорт — это довольно странная штука, потому что ты видишь из всей гонки только 1-2 момента. Я сегодня увидел старт, финиш, но все равно очень кайфанул, даже несмотря на то, что ребята сегодня не смогли выиграть. А еще самое прикольное в велоспорте, что здесь абсолютно нет границ между спортсменами и болельщиками, потому что здесь вот рядом сейчас в кампусе, где стоят все машины, где все велосипедисты после гонок, абсолютно спокойно ходят болельщики, подходят к велосипедистам, общаются, фотографируются, и нет никакой зоны отчуждения между ними. Все абсолютно на одной волне, и никто тебе не скажет, не откажет в автографе, не откажет в фотографии даже после такой напряженной гонки. Вот это круто, что в велоспорте вообще нет никаких границ между болельщиками и самими спортсменами. Расскажи про свой контракт с Астаной, сколько он действует и какие у тебя вообще там планы и как это может дальше продолжиться. Он действует год, то есть до конца этого года с континентальной командой. Продолжиться это может разными способами, то есть тут все зависит от нужды в команде в таком гонщике, как я. То есть мы посмотрим, видишь, есть такой фактор, как первая половина года, которая мы с тобой обсуждали, не очень получилось. Поэтому у меня есть вторая половина, чтобы заработать этот контракт. А дальше либо остаешься в континентальной, либо подписываешь контракт с первой командой, с профессиональной. Твое мнение, если приглашают, нужно ли нашим велогонщикам пробовать свои силы в командах за пределами России? 100%.
Это вообще единственный вариант заниматься велоспортом сейчас. Если ты не гоняешься в Европе, ты не гоняешься вообще. Во-первых, не зря же говорят, что лучше попробовать обосраться, чем не попробовать вообще. 100%, если у кого-то выпадает такая возможность, а сейчас я не верю, что она может выпустить, понимаешь? В этом разговор. То есть суть в том, что насколько низка вероятность такой возможности. То есть сейчас на наших велогонщиков, на русских, никто не особо не смотрит? Если ты не гоняешься в Европе, нет. Это буквально невозможно. Главные цели в карьере Ивана Смирнова прямо сейчас? Подписать контракт. Профессиональный. Это моя главная цель. Я хочу гоняться, хочу пожить немного в велоспорте. Еще, сколько это возможно. Это моя главная цель. Она сейчас на первом месте, выше всех побед. 100%. Как-то нелепо было бы заканчивать, имея желание. Прикинь, я бы сейчас завязал бы, вот полгода у меня просто не идет. Все через жопу, я просто только да, все, и завязал. Я думаю, в ближайшие пару лет я бы сильно жалел вообще об этом. Поэтому это моя цель – остаться в велоспорте. Посмотрим, где. Естественно, хочу здесь, 100%. Насколько это получится, посмотрим. Как обычно, под закатное солнышко заканчиваем этот выпуск там же, где все и начиналось, а именно в Праге, откуда стартовал тур Чехии. И по его итогам мне, конечно, есть что сказать. Во-первых, большое спасибо и невероятно огромный респект главному герою Ване Смирнову за его открытость и за то, что, как и обещал, погрузил меня в мир велоспорта. Нижайший поклон команде XDS Астана за то, что разрешили побыть с ними на протяжении всей гонки, и я показал вам то, что обычно остается за кадром. Уверен, что после этого выпуска фанатов велоспорта в разных странах станет только больше, как минимум я теперь точно буду притапливать за XDS Астана. Это канал новоселов, спорт и путешествия. Если вам понравилось то, что я делаю, ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на сам канал. У меня в запасе еще много разных историй, которые, уверен, не расскажет вам больше никто. Скоро увидимся. Пока.